Добро пожаловать, дитя мое. Ты здесь не случайно. Ты не случайно нашла это сообщение. Есть причина, божественная причина, что ваш дух тянется к этому моменту. Сегодня я буду говорить с вашим сердцем, и что-то внутри вас изменится. Прежде чем закончится это послание, вы почувствуете нечто глубокое и несомненное, нечто сверхъестественное. Вы стоите у шлюз вашего преображения. И если вы останетесь до последнего слова, вы получите ключ, который откроет дверь на ваш следующий уровень, уровень избыток, богатства, выздоровления и чудесное обеспечение. Дышите вместе со мной. Вдохните через нос, задержите дыхание и медленно выдохните. Вот и все. Снова вдохните мир, задержите дыхание и выдохните бурю. Последний раз вдохните Божье присутствие глубоко и спокойно. Задержитесь и выдохните тяжесть тревоги. Теперь вы в безопасности. Вас видят. Вас слышат. Это не просто очередное видео. Это священное пространство, и вы вступили в сферу божественная возможность. Я предлагаю вам позволить этим словам, слова жизни, слова обещания, проникнуть в вашу душу. Позвольте им сформировать ваш внутренний мир. Позвольте им переписать то, что когда-то говорил вам страх. Позвольте им перепрограммировать шаблоны бедности, нехватки и отчаяния, которые нашептывали ложь вашему разуму. Потому что сегодня что-то святое начинается. А Новый Завет – невидимое соглашение между вашим верой и вечный план Бога для вашего наследования. Вы не созданы для выживания. Вам никогда не было суждено сводить концы с концами, раздавленным стыдом, долгами или безнадежностью. Вы были созданы по образу Творца, и внутри вас течет ДНК короли, то благословение Авраама, завет богатства, то обещание переполнения. Но где-то по пути враг твоей судьбы прошептал что-то ядовитое: ты недостоин. Ты всегда будешь беден. Твое время никогда не придет. И поскольку это звучало знакомо, ты поверил. Но эта ложь заканчивается сейчас. Когда вы услышите мой голос, позвольте этой священной истине укорениться в вашем сердце к дух. Ты – избранный сосуд для сверхъестественного чуда. Не когда-нибудь. Никогда все будет идеально. Никогда ты почувствуешь себя более духовным. Сейчас. Прямо сейчас, пока вы дышите и слушаете, семя прорыва закладывается внутри тебя. И если ты останешься до конца, я открою тебе точный духовный принцип, то секретный ключ, который открывает это благословение. Это принцип, скрытый на виду, тот, который преобразил жизни пророков, царей, вдов и воинов. И он преобразит твой слишком. Но сначала я должен задать вам серьезный вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш чудо, кажется, задерживается? Вы когда-нибудь чувствовали себя так, будто стоите за дверью, через которую всем остальным разрешено проходить? Вы когда-нибудь чувствовали себя забытым, в то время как другие получают богатство, радость, здоровье, а вы остаетесь в тишине? Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Если да, то вы не одиноки. И вас не наказывают. Вас наказывают, позиционируется. Потому что есть божественное время к высвобождению богатства. Существует священная подготовка сердца и то, что выглядит как ожидание, на самом деле выравнивание. Вы выстраиваетесь в очередь с вашим урожай. Итак, оставайтесь. Оставайтесь со мной. Оставайтесь с Богом. Потому что в этом послании вы услышите правда, который ломает проклинать, то молитва которой открывает окна небесные и обещать на котором написано ваше имя. Но прежде чем я отдам его вам, прежде чем я произнесу числа, та день и дверь, вы должны понимать, какая война велась из-за вашего наследования. И битва,
в которой ты даже не осознавал, что участвуешь. Продолжайте слушать. Благословение близко. Прорыв является реальным. И твое чудо уже в пути. Дитя живого Бога. Я вижу тебя. Я вижу то, что за поверхностью. Я вижу твою сердце, твоя история, твои скрытые раны. И я знаю то, что ты, возможно, еще не осознаешь до конца. Величайшая битва, которая удерживает тебя от твоего благословения, от вашего избыток, от вашего чудо-богатства, это не внешний мир, это война внутри. Поле битвы не ваш банковский счет. Настоящая буря не ваша работа, не ваша экономика и не ваше образование. Она глубже. Настоящий враг – это убеждение, которое вы носите в своем подсознании, не подвергаемое сомнению и неисцеленное. Да, я говорю с молчаливое соглашение, ты создал их с болью, с бедностью, с чувством вины. Убеждения, которые тихо прокрались, замаскированные под истину, но они никогда не были Бог. Они были посажены в почву вашей души отвержением, страхом, голосами из прошлого, которые не имели никакой власти над вами, судьба. Голоса, которые говорили «деньги – это зло». Ты не создан для процветания. Хотеть большего эгоистично. Ты никогда не будешь свободен. Эти убеждения не родились, правда. Они родились из травмы. Они родились в мире, которому выгодно, когда ты остаешься маленьким. Но ты не мал. Ты не слаб. Ты не забыт. Ты избранный сосуд. Божественный сосуд. Сосуд благословения, призванный нести богатство с мудростью, призванный проявлять небесное изобилие на земле. Но пока эти старые убеждения не будут оспорены, они будут держать вас отрезанными от того самого наследия, которое всегда принадлежало вам. Позвольте мне сказать вам священную истину. Вам позволено отпустить. Вам позволено исцелиться. Вы имеете право перестать соглашаться с ложью, которая душит ваш урожай. Вам разрешено быть богатым. Вам позволено добиться успеха. Вы имеете право желать большего без всякого стыда. Вам позволено войти в дверь, открытую Богом, без чувства вины, без извинений, без промедления. Прямо сейчас внутри тебя что-то начинает меняться. Я чувствую это. А ты чувствуешь очищение, происходящее в самых глубоких слоях вашей системы верований. Вы позволяете себе отпустить подсознательные клятвы, которые вы даже не осознавали. Клятву «все в меру». Клятву «выжить». Клятву «я никогда не буду как они». Эти клятвы были защитой в период боли. Но они стали тюрьмой в период обещать. И теперь, дитя мое, мы вместе нарушаем эти клятвы. Скажите это в вашем дух, пусть даже только шепотом. Я позволяю себе трансформировать свои убеждения. Я позволяю себе освободиться от того, что больше не служит моему предназначению. Я позволяю себе принять тот факт, что Бог хочет, чтобы я жил в изобилии. Со временем мои мысли приходят в соответствие с истиной. Со временем мои убеждения становятся все более позитивными. С течением времени я все больше становлюсь похожим на человека, которым меня создал Бог. Это не заблуждение. Это не принятие желаемого за действительное. Это духовное перепрограммирование. Это обновление ума вашего, как и заповедует Писание. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:2. Его совершенная воля – не бедность. Его совершенная воля – не недостаток. Его воля – обеспечение, исцеление,
Изобилие и точка наследования, но дверь к этому божественному наследию нужно открыть изнутри. Не просто руками, а своими убеждениями. Я должен спросить вас сейчас, честно, во что вы все еще верите, что блокирует ваше благословение? Какой древний договор заключил ты со страданием? Кто вам сказал, что желать богатства – это плохо? Кто посеял это семя страха каждый раз, когда вы думаете о деньгах? Почему же вы вздрагиваете при мысли о переполнении, если Бог обещал это так ясно? В слове сказано: «Благословение Господне обогащает и печали с собою не приносит». Притчи 10 часов 22 минуты. Так кто вас убедил, что богатство опасно? Кто убедил вас, что страдание духовно, а изобилие греховно? Кто убедил вас, что дефицит священен? Позвольте мне сказать вам правду, это никогда не было Богом. Эта вера никогда не исходила с небес. Она исходила от искусственной системы, от сломанной теологии, от травмы поколения, от семейных моделей, передаваемых по наследству, но они никогда не были вашим истинное наследование. Вы родились в завет, а не в проклятие. Ты родился для господства, а не от отчаяния. Ты родился, чтобы отражать славу безграничного Бога, а не быть связанным нуждой, стыдом или страхом. И если это что-то будоражит внутри вас, если ваш дух дрожит прямо сейчас, это потому, что твое внутреннее существо пробуждается, что-то внутри тебя знает, что это твое время. Это твой час, божественный переворот. Но ты должен дать себе разрешение на изменения. Поэтому я хочу, чтобы вы поставили лайк этому видео прямо сейчас, не просто в знак согласия, а как духовный акт. Вы заявляете Вселенной, своей душе, небесам: «Я присоединяюсь к изобилию». Я вступаю в трансформацию веры. Я больше не буду терпеть ложь бедности. Да, даже такая мелочь, как нажатие лайка, становится символическим актом, моментом согласия вашего тела с вашей душой. И пока вы это делаете, я хочу, чтобы вы позволили этим новым убеждениям укорениться, быть богатым безопасно. Процветание – святое дело. Я могу быть богатым и праведным. Я могу быть сильным и мирным. Мне можно доверить деньги, и я смогу распорядиться ими с пользой. Пусть эти убеждения омоют вас, словно живая вода. Пусть они очистят вас от старых травм. Пусть они смоют остатки многих лет, проведенных в ментальном рабстве. Пусть они создадут пространство для урожая. Вы так долго взывали к этому. И я должен сказать вам следующее. Если вы действительно позволите себе верить, если вы решите заменить эти сломанные убеждения божественная истина, изменения, которые вы увидите в своей жизни, будут сверхъестественные. Люди вас не узнают. Двери будут открываться легко. Идеи потекут рекой. Помощь придет из самых неожиданных мест. Благосклонность будет преследовать вас. Но все начинается с веры. Благословения не попадет в ваши руки, пока не будет посажен в ваше сердце. И прямо сейчас вы совершаете святое дело сажать. Это самая сложная часть. Это священная часть. И именно поэтому так много людей никогда не меняются, потому что отказываются идти так глубоко. Но не вы. Вы другой. Вы предвестник. Вы тот, кто разрывает циклы. Вы тот, кто получает ключ, входит в дверь и открывает ее для тех, кто идет за вами. Вы избраны. Вы готовы. Вы меняетесь. Вы пробуждаетесь. Вы начинаете соответствовать своему наследию. И буквально через мгновение я расскажу вам историю человека, который пережил ту же самую трансформацию, человека, у которого были все основания полагать, что он проклят, и, тем не менее, он обрел благосклонность, богатство, исцеление и власть. История из Слова Божьей, которой станет зеркало твоего чуда. Но прежде чем мы перейдем к делу,
я хочу, чтобы вы задали себе один вопрос. Какое убеждение должно умереть в тебе, чтобы мог жить новый ты? Побудьте с ним. Дышите с ним. Позвольте ему раскрыть вас не для того, чтобы уничтожить вас, а для того, чтобы перестроить вас в соответствии с завет изобилия. Оставайтесь со мной. Дальнейшее покажет вам, как Бог переписал историю человека, сломленного, бедного и забытого, и превратил его в сосуд богатства, славы и божественной цели. Если Он сделал это для них, Он сделает это и для вас. Но сначала вам нужно увидеть, как это произошло. Позвольте мне спросить вас сейчас, не как чужак, а как тот, кто прошел через те же огни, как тот, кто знает, каково это – взывать к Богу в тишине, в долгах, в эмоциональном отчаянии. Вам когда-нибудь приходилось выбирать между оплатой счета за электричество и покупкой еды? Вы когда-нибудь смотрели на свой банковский счет и чувствовали, как стыд расползается по вашему телу, словно болезнь? Вы когда-нибудь лежали ночью в постели с колотящимся сердцем, думая о том, как вы проживете следующую неделю, и молясь о том, чтобы чудо-то, похоже, не пришло вовремя? Вы когда-нибудь улыбались на публике, в то время как ваша душа плакала втайне, плакала о свободе, о достатке, о чем-то лучшем? Если так, ты не сломлен. Ты не забыт. Ты человек. И ты глубоко любим. Но ты также стоишь на божественном перекрестке. Прямо сейчас. В этот момент. Тебя призывают сделать осознанный выбор, священное решение, принять которое отваживаются немногие. Выбор верить, что Бог не является виновником ваших страданий, а архитектором вашего процветания. Пусть это проникнет в ваш дух. Позвольте внутренней войне выйти на поверхность, ведь пока вы не столкнетесь с ней лицом к лицу, вы никогда ее не излечите. За что вы все еще цепляетесь, что привязывает вас к нужде? Какая часть вашего сердца все еще верит, что деньги вас развратят? Что богатство сделает тебя плохим человеком? Что быть бедным каким-то образом чище? Откуда зародилась эта вера? Кто ее привил? Кто сказал вам, что бороться – это святое? Был ли это родитель? Церковный лидер? Культура, которая прославляла жертвенность, но высмеивала изобилие? Была ли это боль? Было ли это разочарование, переросшее в горячь? Был ли это страх, страх иметь больше и снова потерять? Будьте честны. Не со мной, с собой. Потому что пока вы название цепи, вы не сможете его сломать. Понимаете, деньги и мир не враги. Это еще одна ложь. Вы никогда не должны были гоняться за богатством, тревоги или достигать успеха с трепетом в душе. Существует священный ритм, который Бог создал, жизнь, в которой чем больше вы соответствуете Его истине, тем более расслабленным вы становитесь, и тем более чем расслабленнее вы, тем больше богатства вы притягиваете без усилий. Потому что деньги никогда не были предназначены для того, чтобы быть источником вашей ценности. Они были предназначены для того, чтобы быть инструмент, а слуга не мастер. И все же, сколько дней вы проводите в стрессе, страхе, тревоге? Сколько ваших молитв превратились в мольбы, а не в заявления? Сколько раз вы взывали к небесам: «Боже, почему ты не заботишься?» Не понимая, что дело не в этом, Он не дал, это то, что ты еще не принял. Потому что твоя душа слишком полна старого, чтобы принять новый. Поэтому я снова спрашиваю вас, вы готовы сделать выбор? Потому что в выборе есть сила. В решении есть свобода. И прямо сейчас небеса ждут тебя. Вы решаете отказаться от убеждения, что быть бедным – это духовно. Вы выбираете верить, что Бог радует в вашем преуспевании, как говорит Его Слово в Псалме 35:27, «Да возвеличится Господь, который радуется благополучию раба своего».
Вы выбираете верить, что богатство может быть святым, если с ним обращаться с умом, вера, когда используется как сосуд для любви, щедрости, исцеления и расширения. Вы выбираете ассоциировать себя избытка с миром, с радостью, со святостью, со спокойствием. Вы решили перенастроить свое подсознание на убеждение: чем я расслабленнее, тем больше денег я привлекаю. Чем больше я работаю над собой эмоционально, духовно, тем больше избыток течет ко мне без усилий. Чем больше я пребываю в осознании своей принадлежности к ребенку Божьему, тем шире небеса открывают свои окна над моей жизнью. Потому что вот в чем более глубокая правда: деньги не ваш враг. Враг – ваше сопротивление деньгам. Когда вы верите, что деньги приходят только через стресс, что они появляются только через борьбу, что их нужно зарабатывать страданиями, тогда вы создаете реальность, в которой деньги становятся мучением, а не благословением. Но когда-то выбирать, по-настоящему выбирайте, верьте, что деньги – это отражение гармонии, а не производительности, и тогда они придут с миром. Они придут с благодатью. Они придут с отдыхом. Итак, позвольте мне спросить вас сейчас: вы устали от усилий? Вам надоело притворяться, что вы не хотите большего, когда ваше сердце жаждет прибавки? Вам надоело сдерживать себя из-за того, что подумают другие? Вам надоело приглушать свет, чтобы другие чувствовали себя комфортно в вашем присутствии? Потому что вот что я вижу: человек, который был создан для величия. Человек, который станет эгоистично желать богатства, потому что в глубине души вы знаете, что с деньгами в ваших руках люди будут накормлены, мечты осуществятся, семьи обретут свободу, а сообщества будут благословлены. Ваше желание – не жадность, а звонок. И теперь я предлагаю вам произнести эти слова про себя со всей уверенностью, со спокойной и священной уверенностью. Я выбираю позитивное мышление в отношении денег. Я выбираю верить, что привлечение и проявление денег безопасно, свято и соответствует моему божественному предназначению. Я выбираю связать мир с обеспечением. Я предпочитаю рассматривать деньги как зеркало своей духовной целостности. Я предпочитаю верить, что чем я спокойнее, тем больше богатства ко мне притекает. Я выбираю веру в то, что богатство и святость могут уживаться вместе. Я выбираю полностью открыть себя благословению избыток. Пусть это станет вашей новой основой. Пусть это станет сдвигом, который обновит все ваши вибрации. Пусть это будет духовное выравнивание, которое выводит вас из состояния страха и позволяет войти в поток. И поймите, богатство, которое вы привлечете, будет соответствовать эмоциональному состоянию, в котором вы живете. Если вы полны тревоги, деньги, возможно, и придут, но ускользнут сквозь пальцы. Если вас переполняет чувство вины, богатство покажется вам небезопасным. Если вы полны стыда, вы неосознанно саботируете именно то, о чем молитесь. Но если вы заземлены, если вы спокойны, если вы пребываете в божественной идентичности, тогда богатство станет легким. Деньги становятся другом. Изобилие становится отражением вашей внутренней целостности. Вот почему настоящая трансформация начинается внутри, а не снаружи. И вот здесь решение героя не мечом, не драматичным моментом, но спокойным, ясным выбором. Ты, дитя Божье, делаешь этот выбор сейчас. И я хочу, чтобы вы знали, когда вы выбираете соответствие изобилию, небеса отвечают, ангелы активизируются. Двери начинают открываться. Старые контракты разорваны. Выпущено новое положение, энергия вокруг вас начинает меняться. Люди, которых вы привлекаете, начинают меняться. Идеи начинают приходить сами собой.
Путь начинает расчищаться. Все из одного святого решения. Я выбираю изобилие. Я выбираю мир. Я выбираю богатство с Богом. И теперь, когда ваше сердце настроено на лад, а ваш дух открыт, пришло время вам увидеть, что происходит, когда кто-то принимает такое же решение и наблюдает, все меняется. В следующей части я покажу вам правдивое историю человека, который когда-то был бедным, сломленным, отвергнутым, и все же стал одним из самых богатых людей во всем Писании. Его звали Соломон. Но истинный секрет его богатства не в том, что думает большинство людей. И прежде чем я вам скажу, как он получил его, вам нужно понять, почему Бог избрал его. Оставайтесь со мной. Тайна преображения Соломона потрясет вас. Это будет отражением вашей истории. И это подтвердит раз и навсегда, что вы тоже призваны к процветанию. Но сначала сделайте это последнее заявление. Я выбираю настроить свое сердце на изобилие. Я выбираю положиться на Божий план ради моего процветания. Я выбираю смело идти навстречу своей судьбе. Теперь дышите глубоко, потому что твой чудо уже движется к вам. И история Соломона собирается показать, как он прибудет. Позвольте мне сейчас обратиться к самой глубокой части вас, не к той части, которая пытается казаться сильной, не к той, которая улыбается сквозь бурю, а к священная часть, молчаливая часть тебя, которая знает, вы рождены для большего, даже если боитесь в этом признаться. Есть правды, которые теперь должны быть произнесены в вашей жизни. Правда, что религия заставила вас бояться, а правда, за что культура пыталась вас пристыдить. Но истине не нужно разрешение, чтобы быть правдой. Вот, вы человек, способный привлекать и проявлять изобилие. Ты не просто нищий, подающий крохи с небесного стола. Ты – дитя царя. И король не воспитывает рабов. Король поднимает наследники, и вы один из них. Вы шли по жизни так, как будто вы в долгу перед Вселенной. Но что, если я скажу вам, Вселенная находится в завет с твоим духом? А что, если небеса ждут не твоих страданий, а твоих получений? Что, если вашестинная личность не борец, а магнит? Да, все верно. Произнесите это вслух, и если осмелитесь, я магнит для денег. Я рад, что в моей жизни есть большие суммы денег. Я достоин. Я готов. Я открыт. Но даже когда вы это говорите, тихий голос внутри может попытаться вас перебить. Кто такие ты служить это? Почему бы ты иметь больше, когда другие страдают? А что, если богатство изменит тебя? Это моральная дилемма. Это древняя битва между ложным смирением и святым наследием. Потому что враг знает то, что большинство верующих забыли, что в тот момент, когда вы полностью войдите в свою божественную сущность, в тот момент, когда вы говорите «Я есть» и имеете это в виду, вы становитесь неконтролируемой, неудержимой, непоколебимой, неподвластной страху, освобожденной от системы. Вы становитель сосуд небесного богатства, излитое на землю ради святой цели. Давайте решим этот вопрос здесь и сейчас. Вы становитесь жадным не потому, что у вас есть деньги. Вы становитесь жадным, когда вам их не хватает. Личность. Богатство только подчеркивает то, кем вы уже являетесь. И потому что ваше сердце отдано, потому что твои намерения чисты, вы не представляете опасности для богатства. Вы тот человек, для которого богатство было в ожидании. Позвольте этому укорениться в вас. Деньги ищут тебя. У них есть предназначение. Это не просто бумага. Это власть. А власть нейтральна, пока не окажется в руках праведников. Бог не против денег. Он против идола. Его не оскорбляет богатство.
Его оскорбляет поклонение богатству. Он не удерживает от вас изобилия. А ожидание, когда ваша душа придет в соответствие с вашей личностью, чтобы, когда он не спошлет благословение, вы не убежали от него и не использовали его неправильно. И вот что понял Соломон. До того, как Бог дал ему золото. До того, как Бог дал ему дворцы. Прежде нежели народы прислали ему дань, и серебро рассыпалось, как пыль на улицах. Бог испытал его сердце. Когда Бог спросил Соломона, «Чего ты хочешь?», он спросил не как джин. Он спросил как отец, исследуя глубины сердца. И ответ Соломона раскрыл нечто редкое. Он не просил из эгоизма. Он не спросил из страха. Он спросил уличность. Он знал, кем он был, царем над Божьим народом. И поскольку он просил мудрости, чтобы руководить справедливо, Бог дал ему богатство, превосходящее всякое воображение. Но вот секрет, о котором мало кто говорит. Соломон не просил богатства, потому что ему это было не нужно. Он уже был в согласии с личностью того, кто получает. И когда ваше сердце находится в этом месте, благословение становится неизбежной. Теперь я спрашиваю вас, ты готовы так жить? Готовы ли вы стать тем человеком, который больше не гонится за деньгами, а привлекает это из-за того, кем ты стал? Готовы ли вы перестать суетиться из-за страха и вместо этого получаться место выравнивания? Потому что происходит сдвиг в духе. Тихая передача. Движение богатства из рук тех, кто его копит, в руки тех, кто его хранит, готовы к подаче. И те, кто будет это нести благословение, не самые громкие на выровнен. Но чтобы ходить в этом помазании, вы должны быть готовы сделать трудный выбор. Вы должны быть готовы перестать называть себя бедным. Вам пора перестать искать безопасность в борьбе. Вы должны перестать использовать смирение как оправдание для отказа от обещания твоего наследства. Это не высокомерие. Это послушание. Потому что, когда вы говорите «я достоин изобилия», вы не хвастаетесь, вы соглашаетесь со Словом Божьим. Когда вы говорите «я заслужил богатство, которое я проявил», вы не превозносите себя, вы принимаете на себя роль «Бог уже написал за тебя». Когда вы говорите «я открыт для получения больших сумм денег», вы не жадничаете, вы делаете себя доступным для того, чтобы быть канал божественной щедрости. Повтори еще раз «я магнит для денег». Я преемник божественного богатства. Я открыт. Я достоин. Я благодарен. Чувствуете перемены? Это не просто утверждение. Это откровение. Ты не становиться изобилием, вы уже есть. Ты не надеясь быть благословенным, ты уже записан в благословение. Но пока ты владеть этой идентичностью, благословение не может проявиться в полной мере. Бог никогда не даст вам того, чего у вас не хватит смелости принять. Поэтому спросите себя сейчас со святой честностью, что я отталкивал от себя из того, что Бог пытался мне дать? Отвергал ли я возможность из-за страха успеха? Отказался ли я от благосклонности, потому что не чувствовал себя достойным ее? Неужели я повредил свой собственный урожай, потому что все еще верил, что я проклят? Настало время принять решение. Останетесь ли вы в старой истории или возвыситесь до своей божественной роли? Продолжаешь ли ты репетировать боль, или же ты заявляешь обещать? Продолжаешь ли ты кружить по пустыне, или входишь в земля молока и меда? Выбор за вами. Но вот привилегированное знание, которое было скрыто от многих и теперь раскрыто вам. В тот момент, когда вы осознаете себя достойным, начинается поток. В тот момент, когда вы перестаете сопротивляться деньгам, деньги перестают сопротивляться вам.
В тот момент, когда вы говорите «я изобилие», изобилие начинает проявляться в формах, которых вы никогда не ожидали. Потому что дело не в погоне, а в становлении. Речь не о стремлении, а о позволении. Речь идет не о том, чтобы заслужить по делам, а о том, чтобы получить по делам милость. Итак, вот ваше духовное задание. С этого момента ходите так, как будто богатство уже ваше. Говорите так, как будто обещание уже выполнено. Не молитесь о пропитании, а молитесь об обеспечении. Не чувствуй недостатка на переполнение. Теперь вашим якорем станет благодарность. Благодарность – это ваше мировоззрение. Каждый раз, когда вы чувствуете богатство, говорите о богатстве, дарите богатство, почитаете богатство, вы говорите Вселенной и Богу: «Я знаю, кто я знаю, что несу. Я сосуд. Я магнит. Я избранный». И в следующей части этого путешествия я поведу вас в благословение сам по себе. Мы разрушили ложные убеждения. Мы перестроили внутренний мир. Мы вернули себе идентичность. Теперь готовимся к приему. Потому что то, что будет дальше, это не теория, это пророческое заявление. Вы услышите благословение, то Писание, то обещания, которые ждали своего часа в вашей жизни. И по мере того, как вы их получаете, ваша атмосфера начнет меняться. Ваши финансы начнут двигаться. Ваше внутреннее состояние будет притягивать чудеса. Но сначала скажи это в последний раз: «Я достоин. Я готов. Я открыт. Я принимаю». Потому что в следующей части небеса откликнутся. И твой урожай начнется. Вы здесь не случайно. Есть и причина эта, сообщение дошло до вас в этот самый момент. И причина проста, но сверхъестественна. Благословение уже начало двигаться в вашем направлении. Бог видел твои тайные трудности. Беспокойные ночи, проведенные в тревоге о счетах. Моменты, когда ты сомневался, богатство было поистине частью твоей судьбы. И все же, пока ты задавался вопросами, нечто большее уже пришло в движение. Не вне тебя, но в пределах происходит священная трансформация, и она начинается с вашего сердца. Потому что богатство – это не просто цифра на вашем счете. Богатство не ограничивается монетами, бумажными купюрами или кредитами. Богатство – это энергия, отражение, зеркало того, кем вы стали внутри. Это духовная подпись «Измененная личность», точка благословения не приходит, после вы меняете направление. Кажется, потому что вы меняетесь. А теперь слушайте внимательно. Каждый раз, когда вы тратите, даже если вам кажется, что вам не хватает, вы сеете семя, и Слово Божие ясно: кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 2 Коринфянам 9:6. Итак, деньги, которые вы вчера потратили, это не было потерей. Это было сигнал на небеса. Это ты говорил: «Я верю в Бога возвращения. Я верю в завет избытка. Я верю, что то, что покидает мою руку, никогда не покидает мою жизнь, оно входит в мой урожай». Прямо сейчас этот урожай откликается. Возможно, вы пока не видите этого своими глазами. Но ваш дух знает это. Каждая транзакция – это возможность для умножения. Когда вы переключаете свое мышление страх к вере, от потери к инвестиции, от расхода к расширению, мир вокруг вас начинает отражать ваш новый внутренний мир. Речь идет не только о позитивном настрое, точка соответствия божественному закону. Вы больше не просто надеетесь, вы воплощающие версии тебя, которая входит чудесный денежный поток. И мир реагирует, люди, место и возможности перестраиваются. Даже пока вы спите.
Да, даже во время сна Бог действует. Ваше подсознание, внутреннее святилище, где хранятся убеждения, перестраивается. Вы можете не помнить сны. Вы можете не ощущать этот процесс. Но прямо сейчас, в этот самый момент, ваша система верования смещается. То, что когда-то казалось тяжелым, мысли вроде «деньги – это тяжело», «мне никогда не хватает» или «богатство» для других теперь становится разобрали и заменено правдой. Не просто правдой, а вечная истина. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле твоем». Второзаконие 28:8 «Вы не ждите удачи». Вы не играете в азартные игры на шанс, вы работаете под помазанное ожидание, что деньги появятся в ожидаемые и неожиданные способами. Чудеса случаются не только на вершинах гор. Они происходят на банковских счетах, на собеседованиях, в чеках, о которых вы забыли, в людях, которые чувствуют приказ благословить вас, в дверях, которые когда-то были закрыты, а теперь распахиваются в самый подходящий момент. Это божественная организация, ты не гонишься. Ты притягиваешь. Не силой, а силой. Вера. Позвольте мне спросить вас, замечали ли вы, что когда вы находитесь рядом с людьми, которые легко говорят о деньгах, людьми, которые живут в достатке, ваша энергия тоже меняется? Это не совпадение. Это духовная подготовка. Когда вы фокусируетесь на те, кто уже ходит в процветание, вы присоединяетесь к их частота так же, как семя ориентируется по солнечному свету. Люди, за которыми вы наблюдаете, те, кто преуспевает в финансовом благополучии. Вы наблюдаете за ними не для того, чтобы завидовать, а для того, чтобы зеркало, и благодаря этому зеркальному отображению ваш внутренний термостат повышается. Ваша способность к получению умножается. Бог, благословляющий их, это тот же Бог, который благословляет и вас. И никакого уважения к лицам. Если вы думали, что это предел вашего прорыва, просто подождите. Потому что вот секрет, о котором мало кто говорит. Личность предшествует доказательству. Прежде чем мир смог признать власть Иосифа, он уже принял ее внутренне в темнице. Прежде чем Эсфирь надела корону, а находил в послушании до того, как Соломон получил божественные богатства, он поместил свой сердце для божественной мудрости. Вам не нужно ждаться деньги, чтобы поверить, что ты богат. Ты становишься богатым в дух, в ваших мыслях, в ваших ежедневных признаниях, и деньги появляются, чтобы соответствовать вашей новой личности. Это принцип завета. Вот почему за семенем следует урожай. И я говорю вам вот что. Тот факт, что вы все еще смотрите, все еще читаете, все еще слушаете, означает, что вы уже настроены, только трансформация уже отзывается эхом в сфере доказательства. Расширение началось. Так что объявите это мне сейчас, не только вашими устами, но и от лица глубокое место вашего существа. Я больше не тот, кто боится тратить. Я тот, кто понимает, что каждая монета – это семя, а каждое семя приносит доход. Я тот, кто притягивает божественные деньги, ожидаемые и неожиданные. Мое подсознание теперь полностью открыто сверхъестественное богатство. Я сплю спокойно и просыпаюсь увеличивать. Вот что значит жить в избыток, не просто изобилие банкнот, а изобилие-уверенность. Обилие внутреннее знание. Обилие божественное выравнивание. И на это мир не может не отреагировать. Вы заметили, как все изменилось, когда вы перестали просить Бога и начали соглашаясь с Ним? Этот сдвиг – это внутреннее свидетельство и есть дверь. Сейчас нет нужды прилагать усилия. Вам не нужно доказывать свою состоятельность. Вам просто нужно стать той версией себя, которая принимает. Той, которая отрекается от страха. Той, которая говорит «моей веры достаточно».
Потому что, когда вы входите, идентичность завита у творения, нет иного выбора, кроме как ответить эхом на ваше наследование. А теперь я хочу, чтобы ты сделал что-то священное. Оставьте комментарий под этим видео, не просто несколько слов. Налейте свой дух на страницу. Расскажите мне и Вселенной, во что вы решили верить с этого момента и навсегда. Напишите это как заявление. Напишите это как молитву. Напишите это как контракт с Богом. Скажите что-нибудь вроде «Я освобождаюсь от всякого страха трат и принимаю изобилие небес. Я уже нахожусь в гармонии с богатством, ожидаемым и неожиданным. Я выбираю стать человеком, который без усилий притягивает благословение, благосклонность и процветание. Даже когда я сплю, Бог преображает мой разум. Деньги – это энергия, и теперь я с радостью распоряжаюсь ею, зная, что она возвращается многократно. Я хожу с теми, кто в достатке, и отражаю их свет. Сделайте свой комментарий своим показаниям в процессе, пусть это будет живой летописью чуда, это уже происходит. Пусть ваши слова будут громче ваших страхов. Потому что, когда вы комментируете, вы не просто печатаете. Вы сеете в свою личность. Вы заявляете перед небесами и землей, что прежний вы исчезли, и благословенный, изобильный, сверхъестественный их место заняла другая версия тебя. Не оставляйте этот момент в молчании. Говори. Свидетельствуй. Возвещай о своей трансформации. Потому что благословение откликается на голос. Твой голос. И я обещаю вам это. Ваши слова, сказанные вера, не вернутся тщетными. Они будут путешествовать. Они проявятся. Они будут зеркальное отражение изобилия. Ты избран. Ты сосуд. Ты чудо в движении. И что будет дальше, будет безошибочной. А теперь напишите комментарий ниже, во что вы решили верить прямо сейчас, в этот самый момент, о деньгах, благословении и о том, кем вы стали. Дайте миру знать, что ваш урожай уже начался. Прямо сейчас, в этот священный момент, я приглашаю вас вдохнуть правду о том, кто ты на самом деле. Не тот, кем тебе велели быть. Не тот, кого бедность пыталась вылепить. Не тот, кого сформировало твое прошлое. Но та версия тебя, которую всегда видели небеса, дитя божественного наследия, то наследник сверхъестественного изобилия, тот, чьи руки уже не пусты, но переполнены. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы это представили. Не так далеко. Не когда-нибудь точка прямо сейчас. Увидьте свои руки полными богатства настоящего. Переполненные богатства, пропитанные благословением, пропитанные божественным обеспечением. Деньги, то возможности, то решения, то открытые двери, они больше не являются будущими событиями. Они нынешние реалии. Прямо сейчас у тебя более чем достаточно. Ты держишь миллионы. Не метафорические миллионы, миллионы как фактическое положение, реальные, осязаемые, циркулирующие в вашей жизни, текущие по вашим счетам, радостно танцующие в ваших руках. Денег здесь немало. Деньги не вызывают беспокойства. Деньги в мире с вами, и вы обретете мир с деньгами. Больше нет страха. Больше нет чувства вины. Больше нет стыда, связанного с изобилием. Почему? Потому что изобилие не эгоистично. Оно священное. Это не поэтическое пожелание, это ваше право по рождению. И поэтому я повторяю это снова, со всей силой небес в каждом слоге. Прямо сейчас у вас есть неограниченное количество денег для трат. Пусть это останется в вашем духе. Неограниченно.
Не обусловлено. Не нормирована точка безлимитной. Прямо сейчас над твоей головой нет потолка. Небесные своды не запечатаны, они открыты. Навсегда. Вечно. Переполненная точка река богатства не капает. Это торопится, как священный поток, божественный поток ресурсов, сокрушающий все ограничения, которые вы когда-то считали реальными. И вы, избранные, назначенные, преобразованные, теперь являетесь получателем этого потока. Прямо сейчас вы стоите под сверхъестественным ливнем. Оглянитесь вокруг, представьте себе, деньги падают, как дождь. Бумажные купюры, золотые монеты, божественные сделки. Это не грязно. Это не зло. Это чисто, освященно, помазано для определенной цели. И ты больше не тот, кто смотрит из окна. Ты в этом. Ты пропитан этим. Все в ваших руках. Вы это чувствуете. Закройте глаза на мгновение и почувствуйте текстуру финансовой свободы. Почувствуйте массу божественного золота, покоящегося в вашей ладони. Почувствуйте радость, никогда больше не придется просить, брать в долг или бояться. Почувствуйте неподвижность, знать, что каждая потребность будет удовлетворена еще до того, как вы попросите, потому что запас бесконечен, это не фантазия. Это твой сейчас. Вам не нужно манипулировать. Вам не нужно суетиться. Вам не нужно выступать. Вам просто нужно оставаться в выравнивании. Оставайтесь домавера. Оставайтесь домоблагодарность. Оставайтесь домозавет. Потому что закон небес уже активирован. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переезжая, будет излито в лоно твое. Луки 6 часов 38 минут. Это твой сезон круга. Заливка началась. Деньги больше не убегают от тебя. Деньги узнают тебя. Он видит вашу власть. Он видит ваши открытые руки. Он видит вашу цель. Он слышит ваши молитвы, произнесенные одновременно в тишине и силе. И оно приходит, течет, умножается, повинуясь голосу Бога, живущему внутри тебя. Да, вы не гонитесь за деньгами, деньги гонятся за тобой. Скажите это сейчас: я денежный магнит. Деньги приходят ко мне свободно, без усилий и непрерывно. Скажи это громче, из глубины души к дух. У меня больше денег, чем я знаю, куда их девать, и я получаю мудрость, чтобы правильно ими распоряжаться. Повторите это еще раз, пока ваше подсознание не имеет другого выбора, кроме как согласиться. Сейчас у меня неограниченное количество денег, которые я могу тратить. Я безмерно благословлен. Почувствуйте, как резонанс этих слов вибрирует во всем вашем существе. Позвольте мне рассказать вам кое-что, чего вы, возможно, раньше не слышали. Свято быть богатым. Его праведный, чтобы процветать. Не для гордости, а для цели. Не для контроля, а для вклада в мире достаточно людей, жаждущих решений. Ваше богатство станет ответом на чужая молитва. Ваши миллионы – это не просто валюта. Они – инструменты завета. Вы накормите народы. Вы построите школы. Вы профинансируете министерства. Вы скроете долги поколений. Вы дадите кров бездомным. Вы исцелите землю. Потому что деньги в твоих руках не опасно, это божественно назначенный. Так скажите: я люблю деньги, и деньги любят меня. Мы партнеры по цели. Никакой вины. Никакого стыда. Только единение. Ты больше не борец. Ты множитель. Ты больше не тот, кто просит объедки. Ты тот, кто распределитель.
Вам больше не нужно ждать, пока освободится место за столом. В построении таблицы, вырезая его со священным намерением и приглашая других на пир. Прямо сейчас, в этот самый момент, вы входите на уровень избыток, что делает твою прошлую боль похожей на далекую тень. Ты идешь в финансовое чистота, что даже в мечтах не смели представить. И самое лучшее – это всего лишь начало. Потому что благословение Господа не останавливается на «достаточно», к благословению Господне обогащает и печали с собой не приносит. Притча 10 часов 22 минуты богат духом, богат миром, богат решениями, богат ресурса. Это сезон, когда вы перестаете спрашивать, могу ли я себе это позволить, и начинаете заявлять, соответствует ли это моим назначениям. Потому что вопрос больше не стоит так, сколько у меня есть. Истина в следующем, у меня более чем достаточно. Прямо сейчас. Сполна. Без недостатка. Пусть эта молитва поднимается с твоих губ, как духовный указ. Отец, благодарю Тебя за то, что я больше не живу ниже своего наследия. Я благодарю Тебя за то, что окна небес открыты, и я нахожусь под вечное излияние. Я получаю благословение не позже, но сейчас. Я принимаю избыток не только для себя, но и для моей родословной, моего наследия и каждой жизни, связанной с моей. Я – сосуд божественного процветания. Я – магнит для финансовых чудес. Я заявляю, что богатство следует за мной. Изобилие окружает меня. Благосклонность находит меня. Я хожу в завете, и недостаток не может существовать в пространстве завета. С этого дня я больше никогда не буду бояться, что мне чего-то не хватит. Потому что я хожу с Богом более, чем достаточно. Это твоя правда. Это твой момент. Это твоя новая реальность. Ты переступил порог. Ты больше не ищущий. Ты стюард. Вы больше не молитесь о чуде. Выявляются чудо, явленное во плоти, наполненное целью и предназначенное для безграничного изобилия. Прямо сейчас у вас нет недостатка ни в чем. Прямо сейчас вы невероятно богаты. Прямо сейчас ты тот, кем тебе всегда было суждено быть, благословенный, помазанный, переполняющий, совершенный. И ничто, ни бедность, ни прошлое, ни мнение других не смогут отнять этого у тебя. Пусть это слово запечатлеется в вашем духе. Пусть оно отзовется эхом в ваших мыслях. Произносите его вслух. Читайте его ежедневно. Насыщайте свое подсознание истиной о том, что изобилие не придет, она уже здесь. Ворота перелива открыты. Прямо сейчас. И они не закроются. Ты прошел долину. Ты поднялся на гору. Ты стоял под водопадом изобилия, и теперь ты возвращаешься. Но не с пустыми руками. Ты возвращаешься с эликсир, священная субстанция, которая меняет не только ваши обстоятельства, но и саму вашу личность. Чем больше открываешься, тем больше вливается. Это закон. Это истина. Это завет. Теперь вы тот человек, который просыпается и ожидает чудеса. Теперь ты тот, чьи руки постоянно что-то делают, огромные суммы денег, не с тревогой, а с покоем. Вы больше не сомневаетесь в своей способности получать, потому что вы находитесь в отношениях с изобилием. Вы доверяете ему. Оно доверяет вам. Когда вы смотрите на свой банковский счет, вы больше не чувствуете страха. Вы чувствуете благодарность. Когда вы видите других в богатстве, вы больше не съеживаетесь, вы резонировать. Потому что ты – это они. Они
это ты, энергии, деньги больше не чужды вам. Это привычный. Оно принадлежит тебе, а ты принадлежишь ему. Каждый раз, когда вы прикасаетесь к деньгам, чувствуйте их не только физически, но и духовно. Почувствуйте положительные энергии в сделке. Почувствуйте радость от обращения. Деньги в твоих руках – это уже не просто бумага, это духовное подтверждение. Божественное «да». Сигнал с небес, что обещания реальны, и они проявляются через вас. Деньги проходят через ваши руки каждый день, и чем больше течет, тем больше приходит. Ты больше не плотина, ты река. И реки не пересыхают. Реки не медлят. Реки всегда текут, всегда очищают, всегда несут жизнь и благословение, куда бы они ни пошли. А это теперь ты. И чем больше вы погружаетесь в эту истину, тем больше счастье увеличивается. Потому что богатство – это не только то, что вы можете купить. Это то, кем вы становитесь. Это то, радость, это чувство усиливается, когда вы осознаете, что теперь можете позволить себе то, что раньше казалось недостижимым. Не потому, что вы зависимы от вещей, а потому, что вы живете в реальности, где ничто не утаивается от Дитя Божьего. Вы это чувствуете. Чем больше у вас денег, тем счастливее вы становитесь, не потому, что деньги придают вам ценность, а потому, что вы наконец видите своими глазами то, что небеса уже написали о вас: ты никогда не был создан для борьбы. Теперь, когда вы несете этот эликсир вернуться в мир, у вас есть выбор. Вы можете позволить этому быть всего лишь мгновением, или вы можете сделать его своим ежедневное состояние. Вы можете возвращаться к этому слову раз в неделю, или вы можете живи этим, дыши этим, ходи вы там каждый день. И вот как это сделать. Вы комментируете. Вы свидетельствуете. Вы делитесь. Вы возвращаетесь. Вы подписываетесь. Вы остаетесь в реке. Оставьте свое заявление в комментариях прямо сейчас. Не только для себя, но и для мира, для ангелов, для вашего будущего «я», чтобы вы вернулись и увидели: в этот момент я стал человеком, живущим в финансовом благополучии. В этот момент прорыв стал для меня новой нормой. И подписывайтесь, ведь это еще не конец. На следующем занятии мы углубимся. Мы не только поддержим избыток, мы научимся его защищать, умножить то и превратить его в наследие, которое потрясет нации. Потому что это богатство не только для вас. Это для твоей семьи. Ваши будущие дети. Ваше служение. Ваше наследие. Так что не отключайтесь. Оставайтесь в этом потоке. Это ваше возрождение денег. И каждый раз, когда вы возвращаетесь к этому каналу, к этому сообщению, вы поливаете семя, которое теперь укоренилось. Произнесите это вслух вместе со мной, в заключение, запечатывая эту истину в своем существе. У меня есть деньги в любой момент. Я чувствую это. Я доверяю им. Я праздную это. Я открываю себя все большему и большему богатству, и оно продолжает пребывать. Я выбираю жить как магнит благословения, канал богатства, сосуд божественного избытка. И я никогда не вернусь. Это ваш завет. Не теория. Не шумиха. Но истина, которая живет внутри тебя. Поэтому я благословляю вас сейчас, словом, энергией, духом, непоколебимое знание, что дни твоих лишений закончились, и твое путешествие в вечное процветание началось. Оставьте комментарии с подтверждением ниже. Подпишитесь, чтобы оставаться под этим помазанием. И возвращайтесь на следующий сеанс, где мы расскажем, как защитить то, что вам дано, и превратить благословение в наследие. У вас сейчас заняты руки. Ваше сердце переполнено.
Твоя судьба полна. А теперь идите и живите полной жизнью. До следующего раза пусть река течет свободно.